Всем привет-привет! Вот и готов у меня мастер-класс по кофточке малинки. Итак, начинаем вязальный сезон. Я решила начать вот с такой вот кофты. Кофта это на 1 год, но можно связать на любой размер. Ушло у меня на эту кофту 260 грамм, поэтому смело можно покупать 300 грамм пряжи и вязать. С какой пряжи я ее вязала, я все рассказываю. Так, у меня от подмышки длина кофточки вот 27 сантиметров. Рукав от подмышки вот с подворотиком 19. Если вот так развернуть, то 22 сантиметра. Итак, по обхвату груди 26 сантиметров. Ну, какая еще мерка? Ну, вот от линии плеча и вся длина, ну, где-то примерно 40 сантиметров. Но это примерно на год. Ну, может быть, от 9 месяцев и старше. Сейчас покажу, как внутри кофточка идет. Вот, внутри. Внутри, смотрите, какой красивый узор, да? Можно, по-моему, с двух сторон ее вязать, носить, то есть что снутри, что снаружи. Вот такая вот косточка снутри. Вот по спинке. Вот так она идет. Такая вот по спинке. Вот такие вот рукава. Все. Ну, конечно, не знаю, вяжется очень легко. Я постаралась отснять вам очень подробный мастер-класс. Так что давайте вместе вязать. И, пожалуйста, смотрите рекламу. Я вам за это буду очень благодарна. Я для вас сняла мастер-класс, а вы сделайте мне приятное и посмотрите рекламу. Итак, что нам надо для вязания этой кофты? Это спицы. У меня спицы Ади номер 3,5. Маркеры, ножницы. Итак, 2 ниточки, мы на них будем снимать рукава. Сантиметровая лента, линеечка, пряжа. Пряжа у меня вот такая вот. Это пряжа Кассиет, киргизская. В жизни она светлее, называется цвет камелия. Я буду вязать 8 нитей. Это где-то 100 грамм, 200 метров. Вы можете вязать с таких пряж, как Lana Gold 800, там в 3 либо в 4 нити. Baby Wool, детский каприз, бриллиант. В общем, ну, много чего можете заменить. Главное 100 грамм, 200 там метров, чтобы была пряжа. Итак, 8 нитей вяжем. Итак, кофточка на годик. Пряжа, конечно, светлее. Здесь на камере она темнее. Ну ладно. Итак, мои расчеты. Смотрите, я связала образец. Вот. Я связала образец. Кассиет 8 нитей, рост 80-85 сантиметров. Спицы 3,5. Так, образец у меня на 25 петель. Здесь главное связать образец, вот лицевая гладь, потому что кофта вяжется сверху вниз, без всяких швов. Не люблю швы, здесь нету швов вообще никаких. Сверху вниз одними и теми же спицами, я даже не меняла спицы, все одними спицами вязала. Итак, так как у ребенка обхват шеи 24 сантиметра, я прибавила 10 сантиметров, там на свободное облегание 34 сантиметра. В образце 18 петель, это 11 сантиметров. Я 18 разделила на 11 умножить на 34 сантиметра, это 56 петель. Плюс 4 петли айкорд. В общем, 60 петель. Потом рассчитала, что у меня реглан по 2 петли. Спинка 14 петель, на рукава по 6 петель и на полочки по 11 петель. Вот это, как она там, планка 5 петель. Так что надо набрать нам сейчас 60 петель любым удобным для вас способом.
Итак, я набрала вот 60 петель на 2 спицы. Одну спицу вытягиваем, и первый ряд мы вяжем только лицевыми. А со второго ряда мы уже будем вязать айкорд. Итак, начинаем вязать лицевыми. Я вяжу за заднюю стенку этот ряд все лицевые. Все, вяжем так до конца этот ряд. В конце петелечка у нас тоже лицевая, не изнаночная. Переворачиваем. И смотрите, так как это у нас будет изнаночный ряд, то нитка, за счет того, что мы провязали лицевой, сейчас спрячем, заворачивать, мы ее вот так спереди перекидываем, и вот эти 2 петелечки первые мы снимаем. Вот раз. Ой. Вот эти 2 петелечки первые мы снимаем. Нитка вот спереди у нас. Мы сняли, перекинули и вяжем лицевые все петельки до конца. Снова у нас все петли лицевые. Так, вот так провязываем до конца этот ряд. Дошли до конца этот ряд, перекидываем нитку вперед и вот так снимаем 2 последние петли. Это в изнаночных рядах так делаем. В лицевых рядах мы берем нитку и в лицевых рядах мы все провязываем лицевыми. Вот все петельки мы вяжем лицевыми. Это у нас 3-й ряд. Все, до конца вяжем лицевыми. Вот дошла я до конца, снова я вяжу все лицевые. В лицевых рядах все лицевые. Переворачиваю вязание, перекидываю спереди вот так вязание ниточку, 2 петельки вот эти снимаю, перед работой вот так нитка, и до конца снова вяжу все лицевые, 2 в конце не провязываю, а переснимаю снова на правую спицу. И так мы провязали 4 ряда. И вот здесь у нас будет айкорд. Итак, дошла до конца, нитку перед работой перекидываю и снимаю снова 2 петли. И теперь будем распределять петли для реглана. Видите, вот здесь вот такая вот косичка образуется. Это и есть у нас айкорд с той и с той стороны. Итак, начинаем распределять и расставлять маркеры. 2 лицевые у нас айкорд. Вот раз лицевая, 2 лицевая. Дальше у нас 5 петель. Это у нас планка. 1, 2, 3, 4, 5. Планка всегда вяжется лицевыми. Можно отметить ее пока маркером. Дальше у меня 6 петель от полочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер. 2 лицевые реглана. Маркер. 6 лицевых рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер. 2 лицевые реглан. Маркер. 14 лицевых спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Маркер. 2 лицевые. Маркер. Это реглан у нас. 6 лицевых, рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер. 2 лицевые, реглан, маркер. 6 лицевых, полочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно поставить маркер, чтобы потом не запутаться. 5 лицевых, это планка. 2, 3, 4, 5 планки и 2 лицевые петли I-корда. Все, распределили. Разворачиваемся и в обратную сторону. 2 петли снимаем. Это у нас изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас планка, она всегда будет лицевая. Перекидываем. А дальше мы вяжем 6 лицевых. Все, мы до планки следующей мы вяжем изнаночными. Вот. И реглан, и все изнаночными. А со следующего ряда мы будем делать уже прибавление. В общем, довязываем сейчас до следующей планки. Все изнаночные. Так, довязала до планки, она у нас лицевыми. Вот 5 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5. Ну и I-корд с изнанки мы снимаем. Переворачиваем. И вот лицевая сторона. Уже I-корд хорошо видно. И начинаем вязать в обратную сторону уже с прибавками в реглане. Вяжем все лицевые, не все лицевые, вот этот I-корд, 2 лицевые, 5 лицевых, 1, 2, планку не забывайте, всегда лицевые. Снимаем наши 6 лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дошли до реглана, делаем вот так петелечку, перекидываем, 2 лицевые, 1, 2, перекидываем, делаем снова вот такую петелечку, вяжем дальше 6 лицевых рукава, снова петельку. И вот так перед регланом и после реглана делаем прибавки. И вяжем этот ряд тогда конца. Не забываем, что планка у нас лицевая. И все, вяжем так до конца этот ряд. Итак, довязал этот ряд, вяжем в обратную сторону. Эти 2 ряда мы будем повторять. Как всегда, 2 петли снимаем. Наша планка, она снова лицевая. 5 лицевых, перекидываем. Здесь изнаночные идут уже у нас. И те петелечки, что мы прибавляли, мы тоже вяжем их изнаночными. Вот так. И все, и вяжем до конца. И не забываем, что планка у нас лицевыми петельками. В следующем ряду мы будем делать уже дырочку под пуговку. Все, вяжем этот ряд до конца. Видите, где накиды, я провязываю их также изнаночными. Все, довязываем до конца. Так как это для девочки, то пуговки у нас будут в конце ряда. Дырочку для пуговок будем в конце ряда делать. Я провязала весь лицевой ряд, обязательно накиды перед и после реглана. И будем вязать пуговку теперь.
Как мы вяжем дырочку для пуговки? Лицевая, вот 5 петель планки у нас, лицевая, 2 вместе, вот так берем за переднюю стеночку, 2 вместе провязываем, накид, 2 лицевые и 2 лицевые айкорда. Все, провязали, разворачиваем. А в изнаночных рядах как мы делаем? Ну, айкорд снимаем. Дальше вяжем лицевые. Ну, как у нас она вяжется. Раз, 2 лицевые. Здесь, так как мы одну сократили, мы вяжем. Вот, смотрите, раз, два. У нас тут 5 петель должно быть. Раз, два, 3, 4, 5. Все. И вот такая вот дырочка для пуговки у нас готова. И вяжем дальше. И вот так я вяжу дырочки для пуговок. Все, 5 петелек здесь, все, и вот такие небольшие вот дырочки. Пока пуговок нету, пуговки я потом. И все, и вот так мы вяжем, пока у нас реглан. Вот, в лицевых рядах добавляем, изнаночный вяжем, пока у нас реглан не будет 13 сантиметров. Вот так. Реглан я буду мерить, чтобы он был 13 сантиметров. И потом мы будем вязать росточек. Росточек обязательно у нас будет. Росток, как же без него? Конечно, будет. Так что самостоятельно провязываем, делаем петельки для дырочек на нужном вам расстоянии, как вам нравится. И покажу дальше, как вязать. Итак, я провязала 13 сантиметров реглан. Вот, замеряем именно не здесь, где платочной вязкой мы вязали, а где только лицевую гладь. Вот, замерила. Так, вот, 13 сантиметров. И теперь будем вязать росточек. Как мы будем вязать росток? Нитку не отрезаем, а просто берем. Ой, тут распустилась у меня чуть-чуть. Просто берем и начинаем перекидывать петли. Вот эту нитку оставляем и перекидываем петли айкорда, потом петли, ой, господи, планки, петли полочки перекидываем тоже на эту спицу. Так, сдвигаем. И вот сейчас мы дошли до реглана, убираем маркер и вот у нас 2 петли реглана, одну петлю мы перекидываем. Все. И петли рукава можно сразу снять на дополнительную ниточку. Вот я нитку вдела в иголку и скидываем на нитку. Убираем маркер. И вот так перекидываем весь рукав на ниточку. Так, когда мы дошли до реглана, убираем маркер и одну петельку реглана отправляем на рукав. И вытягиваем нитку. Все, скинули. И вот теперь у меня вот петелечки спинки, которые мы будем только их вязать. 4 ряда. Я думаю, вполне достаточно. Это будет где-то 1,5-2 сантиметра. Но, так, как мы вяжем? Я беру, вот у меня клубочек, это я вяжу из центра. Теперь я буду вязать, вот снаружи ниточку возьму. А вы можете взять либо от другого клубка, если у вас другая пряжа, ну или также с центра вытащить. И начинаем вязать лицевыми. То 4 ряда. Вот убираем. И все, и вяжем
до следующей линии реглана. Только спинку 4 ряда. Так вяжем. Вязала до реглана, убираю маркер и одну петельку просто провязываю изнаночной, разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону. Первую снимаю и в обратную сторону изнаночными. Это у нас второй ряд, и потом вот так провяжем еще 2 ряда, и все, и росток мы свяжем, только спинку. Все вяжем. Так, спинку 4 ряда провязала я, можно отрезать ниточку. Нитку я отрезаю и замеряю, сколько сантиметров у меня здесь спинка. Вот я померила вот так. У меня спинка 27 где-то сантиметров, обхват груди у ребенка в этом возрасте где-то 52 сантиметра, это 26-27 сантиметров. Значит, на подрезы я добавлю 4 петельки, чтобы как бы на свободное облегание. Итак, довязали. И теперь вот эти петли мы снова обратно переносим. Вот полочки петли и планку мы переносим обратно на спицу. Потому что сейчас мы будем вязать уже полностью полочки и спинку. Итак, вот так берем и переносим в обратную сторону эти все петельки. Итак, петли перенесены и начинаем вязать айкорд, планку и полочку. Это все мы провязываем по узору. Как у нас идет узор, так мы провязываем. Так, провязала я планку, полочку, и надо добавить 4 петли. Я просто вот так беру и добавляю 4 петельки здесь на подрезы. 1, 2, 3, 4. И дальше вяжу спинку. Уже сразу с первой петли вяжу спинку лицевыми до следующего рукава. Все, вот так дальше вяжем. Так, петли спинки провязаны. Снова добавляем 4 петельки. 1, 2, 3 и 4. А петли рукава мы снова снимаем на дополнительную нитку. Вот берем вот так и переснимаем. И одну петлю реглана мы тоже перекидываем на дополнительную нитку. Дошла до реглана, убираю маркер и одну петелечку перекидываю. Все, рукава я сняла. Не забываем, 4 петли здесь добавлены, чтобы ничего нигде не перекрутилось. И вяжем дальше 1 петля. И все, и до конца довязываем полочку и планку. И затем вяжем в обратную сторону все эти петельки изнаночными петлями, как и в узоре. В общем, провязываем сейчас этот ряд и с изнаночной стороны тоже ряд довязываем самостоятельно. Итак, вот что у нас получилось в итоге. Рукава мы сняли, росточек есть. Все, теперь где вот лицевые петли мы считаем, сколько у нас получилось петель. У меня получилось 94 петли. Вот, 94 петли. Для узора малинка мы от 94 я отняла 5 петель. Это 89. Разделила на 6. 6 это раппорт малинки. Раппорт вернее.
Это будет 14,8. В общем, мне надо 15 раппортов. Я умножила на 6, это 90. И плюс наших 5 петель, чтобы был красиво узор лежал. 95 петель у меня должно быть вот этими лицевой гладью. Мне надо добавить только одну петлю. Знаете, вот второй раз уже вяжу эту кофточку, и вот второй раз я добавляю только одну петлю. Убавлять нельзя, только прибавлять. Даже если там 5-6 у вас вдруг надо будет прибавить петель, добавляйте. Итак, сейчас я провязываю снова лицевую гладь, добавлю одну петлю, вернусь обратно и начнем вязать узор малинка. Итак, начинаем вязать узор малинка. Если кому-то непонятно, можете, может, в интернете посмотреть. Ну, это провязываем айкорд, планку нашу. 3, так, 4, 5 петелек и начинаем малинку. Первый ряд у нас 2 изнаночные, 1, 2, 1 лицевая, 2 изнаночные и из одной петли 5. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных и из одной петли 5. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных и из одной петли 5. 1, 2, 3, 4, 5. И все. И так продолжаем до конца этот ряд. Если вы рассчитали все правильно, то вы как начали ряд 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, так его и закончите. В обратную сторону, как мы вяжем второй ряд, мы вяжем по узору. Ну, как всегда, эти петли айкорд снимаем. Думаю, все с ним разобрались. 5 петель планки. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, 2 лицевые, 1 изнаночная. Здесь должно быть 9 лицевых. 1, 2, что петли набирали тоже лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, изнаночная. Снова 9 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, 1 изнаночная. И так вяжете до конца этот ряд. 9 лицевых, 1 изнаночная. И дальше по узору туда-обратно мы вяжем. В общем, потом в обратную сторону тут 9 изнаночных, 1 лицевая, потом туда. И так мы вяжем 6 рядов. 2 провязали, значит еще 4 ряда надо нам связать. Итак, я довязала 4 ряда и в общем 6 рядов. Как это можно посчитать? Вот по этим петелечкам. Вот можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Итак, следующий ряд. Мы начинаем второй ряд малинки. Вот так идут малинки. Вот один ряд, вот второй ряд. И вот сейчас покажем. Итак, ну, айкорд, конечно же, провязываем планку 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот идут 2 изнаночные мы вяжем. И вот здесь, где лицевые дорожкой идут, вяжем из одной 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2 изнаночные. И вот здесь 5 вместе. 1, 2, 3, 4, вот 5 петелек. Мы их все вот так вместе провязываем. Все, и затягиваем. Снова 2 изнаночные. И из одной 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. И вот здесь 5 вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Вот так вместе провязываем и затягиваем. 2 изнаночные. И так вяжем до конца этот ряд. И вот такие вот шишечки должны получиться. Вот. И потом в обратную сторону вяжем. Вот здесь, где было 5 вместе, мы с той стороны вяжем изнаночным. Ой, да, изнаночную петлю. Но я потом покажу. А этот ряд вот довязываем, где лицевые, там из одной 5, а здесь 5 вместе. Итак, я довязала ряд, и теперь в обратную сторону хочу показать. Вы, надеюсь, не забывайте дырочки делать для пуговок. Итак, я провязала планку, и смотрите, как здесь вязать. А здесь, наоборот, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. А вот здесь, где 5 вместе, у нас будет идти изнаночная. И вот так вяжем 9 лицевых, 1 изнаночная снова. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот где вместе 1 изнаночная. И все, и так эти ряды у нас повторяются. И вяжутся вот такие вот малинки. Вот друг над другом они вяжутся в шахматном порядке. И все, и вяжем так нужной нам длины вниз кардиганчик. Итак, я провязала нужную мне длину. У меня будут вот такие вот пуговки красивые. Я взяла вот такие вот цветочки. Я их еще не пришивала, просто так приложила. Ой, упала. В общем, вот такие пуговки. Я провязала, вот смотрите, 23 сантиметра. И сейчас я просто провяжу вот так же, как здесь, 4 ряда платочной вязкой. Сейчас я покажу, как я это буду вязать. Итак, вот он мой последний ряд. Ну как последний? Последний ряд малинки. И начинаем вязать. Так как это лицевая, то айкорд мы провязываем лицевыми. Дальше 5 петель планки. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше по узору у меня 2 изнаночные. 5 вместе. 2, 3, 4, 5. Вот 5 вместе. Так, сейчас все ниточки соберу здесь. 2 изнаночные. 1, 2. И вот здесь из одной 5 я уже не буду вязать. Я ее просто провяжу лицевой. Дальше снова 2 изнаночные. 5 вместе. 2, 3, 4, 5. 5 вместе. 2 изнаночных. И лицевая. И все, так вяжем до конца этот ряд. Итак, ряд я довязала, и теперь в обратную сторону вяжем только лицевыми. Все, теперь у нас платочная вязка. 3 ряда или 4, как вам понравится, вяжем только лицевыми. Не забываем про айкорд и закрываем петли. Вот так просто. Лицевые, все петелечки. Сейчас я провяжу, наверное, так, 1, 2, 3 ряда, 3 ряда и закрою, и все, и начнем вязать
рукава. И наша кофточка-малинка будет готова. Так что все, вяжем самостоятельно и закрываем петелечки. Итак, вот снизу я довязала, закрыла петельки и пришила пуговки, привязала вот один рукавчик вот такой с отворотиком. Вот будет вот такой отворот, чтобы можно было либо вот так больше закатить рукавчик, вот, либо поменьше, ну, чтобы на вырос был ребеночку. Вот такой вот рукавчик. Сейчас я покажу, как его мы будем с вами вязать, и все, и кофточка наша будет готова. Итак, приступаем к рукаву. Итак, мы берем вот эти петельки и снимаем на нашу спицу. Переснимаем. Вот так берем и переснимаем. Все легко и просто. Вязать мы будем Magic Loop, поэтому вот я снимаю петельки. Вот дохожу до середины где-то вот примерно. Вытягиваю, переворачиваю и снова надеваю. Вязать будем рукав по кругу, кофта без единого шва. Если вы затрудняетесь вязать по кругу, то можете вязать поворотными рядами. Ничего страшного в этом нет. Также рукав не обязательно вязать только вот как я связала. Можно связать просто лицевой гладью. У меня уже есть такая кофточка. Где-нибудь фото сейчас я вам вставлю. И вы на нее посмотрите. Можно просто лицевой гладью, потому что эти шишечки очень много пряжи, конечно, съедают. Если у вас мало пряжи, и вы думаете, что ее не хватит, то лучше, конечно, связать лицевой гладью. Итак, вытягиваем нитку. И сейчас мы вот здесь поднимем наши подрезы. Я возьму дополнительную спицу, обычную какую-нибудь чулочную, и поднимем. Итак, я взяла обычную вот чулочную спицу. И смотрите, это у меня спинка. По спинке здесь мы должны поднять 3 петли. Где именно эти 3 петли вы будете поднимать, это произвольно. Поднимаете, где вам больше нравится, где большой дырочки не образуются. В общем, поднимаете вот 3 петелечки. Потом 4 петли, что мы добавляли на подрезы. Вот раз, два, 2 петельки, 3, 4. Ну и 2 петли у нас спереди поднимаются. Тоже здесь смотрим, где вам больше нравится. Вот, например, одна. И где-то здесь вот вторая. Все. Теперь мы переснимаем эти петли на наши спицы. Итак, вот эти 2 петли спереди, что были, снимаем. И 2 петельки мы снимаем, что вот мы добавляли вот на подрезы. Сняли на эту спицу. И на вторую спицу тоже переснимаем. Вот так выталкиваем ее. И тоже переснимаем 3 петли и 2 петли. Все. И сейчас, так, я взяла ниточку, вытягиваем одну сторону, и вот эти петельки мы провязываем скрещенными, лицевыми. Этот ряд у нас будет лицевой, все лицевые пока. Так, мы провязываем лицевыми. Лицевая одна, лицевая вторая скрещенная. Тут выталкиваем вот на серединке. Вторая. Потом вот лицевая третья. А вот эту мы вот так перекрестим сейчас. И 2 вместе, вот от рукава начинается
петельки и вот эту, которую набрали, мы 2 вместе вот так провяжем. И вяжем дальше лицевыми. Только смотрите, чтобы вот здесь вот петли вот так не развернуты были, чтобы они не получились скрещенными. А то у вас будет видно переход, что вы вязали, а теперь будете по кругу вязать. В общем, вот так вяжем. Magic Loop. Вот я дошла. Переворачиваю. Вот эту вытягиваем спицу. Проталкиваем вот так. Протолкнули. Вот здесь взяли, вытянули. И снова вяжем. Продолжаем. Вот здесь смотрите, чтобы там не было у вас видно, или чтобы одинаковое натяжение нитей было. И здесь мы тоже будем вязать 2 вместе по спинке. Вот как и там делали. Вот так проталкиваем, чтобы гармошкой было. Тогда вы будете быстрее вязать. Так легче. Итак, сейчас довяжу. И вот я довязала. Вот здесь перекрещу сейчас. И вот 2 вместе вот так провяжу. Все. И здесь перекрещиваем. Раз петля, 2, 3 и 4. По спинке у нас больше петель, но мы их потом сократим. Все, вот здесь эти 2 кончика можно завязать. Так, завязываем. Все, завязали. Внутрь это засовываем. Итак, дальше что мы делаем? Дальше мы вяжем. Дальше просто мы вяжем этот ряд все лицевые. Выталкиваем нашу спицу. Эту вытягиваем. И все. Этот ряд у нас все лицевые. Все, провязывайте самостоятельно ряд лицевыми. Итак, я довязала этот ряд. И теперь надо посчитать, сколько у нас вот здесь петель. У меня 43 петли. Раппорт узора 6 петель. Когда мы вяжем по кругу, нам не надо добавлять 5 петель, просто у нас должно число делиться на 6. Поэтому мне надо всего лишь 1 петлю сократить. Я сейчас сокращу вот как раз эту петлю по спинке. Если у вас там больше петель надо сократить, сокращайте смело, ничего страшного. Ну, как раз будет сужение рукава, все нормально. А я сейчас убавочку сделаю тут по спинке. Буду также вязать по кругу. Это у меня лицо, лицевая сторона. И я сейчас довяжу там до туда и просто сокращу 1 петлю и все. И потом будем распределять наш уже узор, наш раппорт. Все. Как я сделала убавку? Просто вот 2 петли. Я вот так 2 вместе за переднюю стенку, вот как вязала, просто 2 вместе провязала и все. И вот следующие 3 петли. И все. И следующий ряд мы будем вязать уже наши малинки. Итак, начинаем вязать малинки. Для удобства я взяла свой счетчик. Не знаю, ну через 6 рядов точно так же мы вяжем малинки. Но только мы вяжем здесь по кругу. Поэтому мы будем вязать всегда изнаночной и там 1 лицевая. Ну, давайте сейчас распределим наши петельки. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, из 1 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, из 1 5. 1, 2, 3,
4, 5. И все, так вяжем по кругу. Вы уже вязали такой узорчик, поэтому знаете. В общем, а второй ряд, как мы вяжем, вот здесь уже лицевые, вот изнаночные, по узору так и вяжутся. Вот 2 изнаночных, 1 лицевая и 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8 и 9, и лицевая. И все. И так следующий мы вяжем тоже 9 изнаночных, лицевые, и вяжем узор вот такой же малинку, как и здесь, в туловище. Итак, малинок, ну, у каждого своя длина. Я сейчас скажу, сколько у меня сантиметров. Итак, малинки у меня вот где-то 19 сантиметров. Это у меня так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 что ли их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 то ли 8. И манжет 6 сантиметров. Манжет, знаете, вот я связала, а вот думаю, надо было здесь 10 петелечек сократить, и вот так узенький манжетик был бы. Так что смотрите, девочки, можете это учесть и сократить 10 петелек и связать манжет. Манжет у меня 20 рядов. Но я как дойду до манжета, я вам покажу, как провяжу вот сейчас вот этот все малинку и покажу. Я думаю, малинку уже справятся все, потому что узор мы вот этот уже вязали с вами, и рукава уже довяжете. Ну, вернее, не довяжете, а до манжета. А манжет я уже покажу. Там чередуются лицевой, изнаночный, лицевая, изнаночный ряд. Вот. Ладно, сейчас довяжу и покажу. Вот я довязала малинки. И теперь будем вязать вот такой вот манжетик. Итак, манжет, так как я здесь сократила, вот смотрите, я здесь из 1 5 уже не вывязывала, и здесь 5 вместе провязала. Все, этот ряд так же, как мы и там вязали. И теперь вот такой манжет надо связать. Ну, как платочно вяжется вязка по кругу? 1 ряд изнаночный, 1 ряд лицевой. И вот сейчас я связала и смотрю, и вот надо было 10 петель уменьшить, и чтобы вот такой поуже был. Ну, раз я так уже связала, то второй я буду также вязать. Ну, а вы сократите, наверное, 10 петель, чтобы он сужался. И я вот буду снова по кругу вязать манжет. Начинаю с лицевого ряда. Все петелечки лицевые. Следующий ряд все изнаночные. И так я вязала 20 рядов. Вот все. Я думаю, это понятно. Я это, наверное, уже снимать не буду. Вот все петельки лицевые по кругу так вязала я. А следующие будут все изнаночные. И так я провязала 20 рядов. Ряд лицевые, ряд изнаночные, ряд лицевые и ряд изнаночные. И все. И наша кофточка готова. Швы ничего не надо сшивать. Так что довязываем манжет и все. Постираем и можно носить. Ну вот и все. Кофточка у меня связалась. Вот такая. Вот клевая кофточка. Давайте я вам покажу, что внутри. Расстегивается. Вот внутри. Сейчас эти ниточки еще спрячем. Мне и внутри нравится. Смотрите, какой красивый узорчик и снутри, да, получился. Так что вот такая вот кофточка для девочки. Так что, кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много еще чего интересного. Всем пока-пока!